Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня настроение такое у меня классное, и погода благоприятствует бане. У нас похолодало, градусов так 16-17. Я иду на дек, на второй этаж, и хочу включить баньку. Вот наша банька. Так, будем включать. Здесь у меня полотенечко лежит для ног. Как я его использую? Вот здесь, видите, вот одна дырка, и там вот вторая дырка для слива воды. И перед тем, как включить баню, я кладу на эти дырки полотенце, закрываю. Вот видите, вот так, раз. Теперь здесь у нас вентиляция, я ее тоже закрываю. И вот сейчас вы можете видеть, сколько показывает градусник. Птица раскричалась. Влажность 54, так, 72, что ли. Показывает больше, так, как посчитать-то? Примерно 20 показывает по Цельсию, хотя по ощущениям из-за ветра, холодного ветра, не кажется, что 20. Так, здесь у меня для воды такая штукенция. И включить же надо. Надо же включить. Включаем мы вот так. Здесь выставлена температура не на самый максимум. Я люблю, знаете, градусов 70. И между нулем и единичкой. Потому что если больше, он выключается, этот термостат. Именно вот, слышите такой звук? Все, будет нагреваться. Закрываем дверь, выходим. Закрываем. Так, и пойдем в ванную набирать горячей воды. Так, вот о чем еще хочу вам рассказать. Пришел такой пакет по почте. А пришли мне, с описанием. С описанием. Что это? И инструкция по применению вот этих препаратов. Это из аптеки. 2 такие бутылочки пришли. Пришли это гормоны. У нас, страховка медицинская от Kaiser Permanente. И какой же все-таки медицинское какое обслуживание в Америке настолько мне нравится, для того, чтобы, поскольку у меня уже началась менопауза, я рассказывала, началась она у меня на самом деле очень рано, в 40 лет, когда я еще в России жила. Потом я сюда переехала, поскольку здесь климат очень теплый, комфортный, менопауза решила подождать, у меня все вернулось. И в 50 лет у меня снова началась, такая уже реальная менопауза. Даже не в 50, а сколько мне было? Может, 52, 53, где-то вот так. И у меня начались сильные головные боли, и это длилось месяцами. Я просто умирала тут. Спать не могла, есть не могла, просто чувствовала себя ужасно плохо. Естественно, я обратилась к врачу, и врач мне назначил гормоны. Называется здесь это replacement. То есть вам врач назначает 2 гормона. Но я не буду говорить, какие, в каких дозах, чтобы вы, знаете, в Америке-то вы без рецепта не сможете купить эти гормоны, а в России мы покупали гормоны без рецепта, кому, как Бог на душу пошлет. Я помню, я спросила еще в России, когда, говорю, какие мне гормоны принимать там надо было. Она говорит, да любые. Вот так врач отнесся. Никаких, знаете, никакого экзамена не сделал.
что мне нужно, что мне не нужно. Любые, говорит, принимайте. Вот. А здесь у меня взяли кровь, у меня, проверили все. Я не знаю, в общем, сделали все экзамены, гинеколог все посмотрела. Причем это был тот же самый терапевт, она же и гинеколог. Это было очень интересно. В России это разные люди. Вот. И мне после обследования только назначили гормоны. И назначают их не навсегда. Мне назначили их пить на 3 года. 3 года прошло. И сейчас они же мне позвонили и говорят: вы знаете, вы больше не сможете покупать свои гормоны. А я просто заходила на сайт, на веб-сайт, и у меня на моей же страничке есть медицинские препараты, которые мне предписаны врачом. Я захожу в них, оплачиваю моей картой, как эти гормоны, еще против аллергии точно так же сильные препараты или какие-то специфические препараты, которые без рецепта вы не купите. Оплачиваю, и мне приходит просто на почту, на почтовый ящик. Очень-очень удобно. И они мне позвонили, говорят: вы не сможете больше покупать эти гормоны, вам нужно пройти новое обследование, для этого нужно записаться к врачу. Я зашла онлайн, сделала, называется здесь appointment, записалась к врачу в нашем офисе, в нашем маленьком городочке. Так что посмотрим. Я думаю, что я буду продолжать пить гормоны, потому что у меня здесь есть подружки, приятельницы, с которыми мы общаемся уже, наверное, на протяжении 8 лет. Так вот, одной из них почти 80 лет, но она не выглядит на 80, она выглядит намного моложе, очень интересная женщина, расскажу вам немножко о ней. А второй 65 лет, но тоже такая стройная, подтянутая, они принимают гормоны до сих пор. И я думаю, что благодаря гормонам они и ведут такой активный образ жизни, спортом занимаются. Первая моя приятельница, которой почти 80 лет, она активная, но я не могу сказать, что она там спортом активно занимается. Нет, но она занимается своим участком. Ее тут знают абсолютно все в нашей и деревне, и в городке. Она такая интересная личность, она собирает вокруг себя всех, кого только можно, постоянно приглашает к себе домой гостей. И, естественно, их с мужем тоже постоянно приглашают. Не сказать, что она там красавица, знаете, как некоторые могут подумать, что чтобы выйти замуж, нужно обязательно быть красивой. Нет. Она настолько очаровательная, у нее есть какая-то харизма, она притягивает людей, она очень умная, природный ум. У нее нет высшего образования. Я вообще не знаю, какое у нее образование. Она живет здесь, в Калифорнии, наверное, уже 50 лет, если не больше. Замужем она 3-й или 4-й раз. При этом у нее заболевание, очень серьезное заболевание. Она в детстве заболела полиомиелитом. Родилась она в Египте, никаких прививок тогда им не делали. Отец у нее египтянин, а мать француженка. И когда она родилась, она была самым младшим ребенком из 7. Они переехали во Францию и переехали в Париж. Они жили в Париже. И она говорит: меня маленькая девочка, лет 6 ей уже было, отправили лечиться в Швейцарию от полиомиелита на целый год. И очень интересно, что она жила в Париже, потом в Швейцарии, это немецкий уже язык, да, Париж это у нас французский язык, арабский там или в Египте какой там язык, она этот язык не знает. Потом она жила в Марокко, и потом она приехала в Америку. Она свободно говорит на французском, на немецком, на испанском, понимает и немножко говорит на итальянском и португальском языках. Представляете? Как таковой профессии у нее нет. Но она, когда жила в Лос-Анджелесе, еще там 1-й раз, 2-й раз была замужем,
она делала украшения из полимерной глины. И вот это был ее заработок. И она там продавала где-то пляж Венес-Бич называется. В этом районе она жила на велосипеде. Говорит, я все время, говорит, у меня не было машины. На велосипеде поеду, говорит, туда к пляжу и продаю эти украшения. Вот это был ее заработок. Плюс она была замужем. Естественно, то доход был от мужа. Сейчас у нее очень интересный муж. Художник. Мы купили 2 его картины. Рисует он в стиле, как называется этот стиль, импрессионизм. И он настолько, вот на мой взгляд, идеально подбирает цвета. Картины настолько вот прямо дышат воздухом. Такие красивые картины. Природу он в основном рисует. Много он свой дом рисует. Собак, людей он как бы не рисует. Природа, в основном природа. Так, что еще вам рассказать хотела? Про гормоны. Я вот с ними разговаривала, с моими вот приятельницами, потому что я не знаю, стоит принимать все-таки это искусственные гормоны или уже стоит прекратить, но я подумала так, что вот глядя на них, я думаю, что поскольку глядя на российских женщин в районе там 60-70 лет, сколько я помню, это уже бабки-бабки. Поэтому я, наверное, буду принимать эти гормоны. Это позволит мне быть более активной и сохранить мои кости. Потому что после 60 кальций в костях начинает активно вымываться. Кости становятся хрупкие. Не дай бог, где-то споткнулся, упал. Будет перелом 100%. Вот. Что еще хочу вам показать? Еще покажу вам. Начала я вязать вот из этой пряжи. Японская пряжа. 50% хлопок, 30% шелк, очень нежная, очень мягкая. 100% хлопок, он более жесткий, а это такая нежная очень. Потом здесь еще вискоза есть и еще что-то. И начала я вязать такую, знаете, летний, вечерний вариант, кофточку. Посмотрим, как получится. Вяжу, значит, в разных направлениях. Вот эта часть связана в этом направлении. Эта часть связана в этом направлении. Потом снова пойдет другое направление. В общем, посмотрим, что получится.